Я уверена, что многих из вас интересует вопрос, на чем основаны настолько близкие и доверительные отношения Олега Зубкова и Татьяны Алексагиной. В своих ранних роликах я предполагала, что картавой прессе слишком много известно о парке львов Тайган. И поэтому его основатель вынужден ее терпеть. Но на самом деле, все оказалось гораздо ужаснее для нормального понимания. Мы уже все знаем, что недавно была уволена Леокадия, а вслед за ней и Кипер Витя, которые явно знают гораздо больше о закулисной жизни парка и сами в этом принимали участие. А это значит, что Зубкова абсолютно не пугает, что всплывет какая-то незаконная деятельность. Тем более, Алексагина довольно спокойно объявила о том, что слитая электронная почта и вся информация из нее достоверная, и они абсолютно не переживают по этому поводу. Неделю назад на мою электронную почту пришло письмо, которое на первый взгляд мне показалось провокационным и неправдоподобным. Но я созвонилась с этой женщиной, и мы подробно обо всем поговорили, тогда все стало на свои места. Я вам зачитаю содержание письма из электронной почты. «Добрый день, я долго не могла решиться, чтобы вам написать, но в душе какое-то мерзкое чувство, от которого хочется отмыться. Вроде бы это и не мое дело, но, когда я думаю про жену Олега Зубкова и его детей, мне становится очень за них обидно. Я, честно говоря, иногда смотрела ролики из Тайгана, все-таки это достопримечательность, но никогда особо не вникала в них. Животные, парк, директор. Все как у всех, и мне всегда казалось, что эти видео снимает его жена. Более того, я даже была в этом уверена. Сейчас вы поймете почему. В очередной раз, когда они приехали к нам в ресторан и остановились в гостинице, я услышала за их дверью звуки, характерные для молодой семейной пары. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, не подумайте, что я стояла под дверью и слушала. Я довольно часто сама занимаюсь уборкой номеров, а в нашей гостинице достаточно тихо и спокойно. И, как я писала ранее, я этому никогда не придавала значения, наоборот, даже как-то рада была за них, что уже достаточно взрослые люди смогли сохранить такую страсть друг к другу. Я никогда не видела Зубкова с другой женщиной и до сих пор не знаю, как выглядит его жена, поэтому даже не сомневалась, что это она и ездит с ним во все поездки. Тем более ее специфическую речь невозможно спутать. И когда мне попалось ваше видео в рекомендациях, только тогда я узнала, что эта женщина не жена, а пресс-служба Тайгана. Это был шок, а еще больше меня шокировало, что у Алексагиной есть муж и дети, а Зубков в официальном браке, но жена с ним не живет, и теперь понятно почему. Если вам будет интересна эта информация, то очень вас прошу не упоминать моего имени и наше заведение. Будете в нашем городе, с удовольствием встречу в нашем ресторане и организую обед за наш счет. Спасибо за вашу работу и что открываете людям глаза на правду. После прочтения письма и личного разговора я задалась вопросом, а как складывался жизненный опыт Олега Зубкова? Ведь характер человека и его психологические восприятия закладываются с детства. Но нигде, вроде бы, нет информации о первой любви и опыте с женщиной. Хотя оказалось, что есть, и она в открытом доступе. Для этого я обратилась к автобиографии Олега Зубкова и с его книги «Я строю зоопарк». Историю и обществоведение в училище нам преподавала Тамара Михайловна Титова. Это удивительный человек и прекрасный преподаватель, очень много сделавший для моего становления как человека. Очень скоро наши отношения переросли в нечто большее, чем формальные взаимоотношения ученика и учителя. Это было какое-то родство душ. Тамара Михайловна жила одиноко, ее муж, герой Великой Отечественной войны Георгий Титов, ушел из жизни, взрослые дети разъехались, и когда в начале 2-го курса она предложила переехать к ней на квартиру, я согласился, не раздумывая. Это были удивительные годы, которые очень много дали мне в развитии. К моменту окончания училища мне исполнилось 18 лет, и Тамара Михайловна сделала мне поистине королевский подарок, мы с ней вдвоем совершили круиз в Сочи. Побывали в Гаграх, на озере Рица, на даче Сталина, объехали достопримечательности Сочи. Это было здорово. И это все объясняет. Эта глава книги и повествует о его первом опыте с женщиной, первой любви, страсти к поездкам и путешествиям.
Молодой парень не вспоминает о первом свидании, первом поцелуе с девушкой. Зубков посвящает главу книги своей преподавательнице, благодаря которой, как вы понимаете, он и получил тогда красный диплом. Пожилой женщине достался на старости лет такой подарок, когда молодой Олежка готов на все, чтобы пробить себе дорогу к безбедной жизни. И она ему дала этот старт. А теперь посмотрите внимательно на их совместную фотографию. Вам это лицо никого не напоминает? Вот и все объяснение. Алексагина для Зубкова – это его приятные воспоминания из детства, которые связаны с Тамарой Михайловной. Поэтому он и берет ее с собой во все поездки, куда они едут исключительно вдвоем, чтобы побыть наедине. Если кто-то скажет, что она едет в качестве оператора, то почему рядом практически никогда нет Влада и Оксаны, даже в самых коротких и незначительных поездках? Почему Оксана Зубкова не живет со своим мужем, а находится все время в Ялте? Опять же, это объясняет, почему Алексагина не показывает своего лица, чтобы в их совместных поездках никто ничего не заподозрил. Ведь Оксана Олеговна практически не появляется в видеороликах, кроме случаев, когда ей надо выступить формально в качестве официальной жены. И люди, не вникающие в закулисную жизнь Тайгана, уверены, что рядом с Зубковым в поездках и есть его жена, поэтому не задаются вопросами. Это объясняет, почему Алексагина убрала всех женщин. Яркий пример – Даниэла Вознесенская. Вспомните, какую травлю Алексагина устраивает всем женщинам, которые каким-то образом пересекаются с Олегом Зубковым. Травля Соломиной, Ракши, Поклонской, Тушиной, недавних заявительниц Жанны и Татьяны. И вы не вспомните подобной травли в интернете по отношению к мужскому полу, которые Тайгану создали проблем гораздо больше, например, Александр Федоров, которого они просто игнорируют, несмотря на огромное количество провокационных вопросов и обвинений. Для Алексагиной он не представляет угрозы, так как банально является представителем мужского пола. С Анастасией Гнединой отдельная тема. Посмотрите на название видеороликов. Казалось бы, какое твое дело, как одевается молодая и симпатичная девушка, почему тебя это так задевает? А как от ревности Алексагину разорвало после того, как Анастасия подошла к Зубкову. Вот от стыда бы сгорело вот так подходить, смеяться, улыбаться и заигрывать. Ладно, Олег Алексеевич, он благородный человек. Вот подумала бы, что это милая компания. Не могу. Нет. Вы знаете, у меня такое ощущение было под судом, что Гнедина абсолютно неравнодушна к Олегу Алексеевичу. Я просто уже видела такой вот по всему ее поведению, то ли это ее, значит, вот такой очередной ход. Сейчас как раз я на втором телефоне, найду вторую красотку, потому что это уже не вторая и не третья красотка. Мы периодически с этим сталкиваемся. Вот такая фотография у нас, красота неземная, это Соломина. Напишите свое мнение в комментариях, как вы думаете, чем еще может быть обоснована такая ревность, если не женской любовью к Зубкову и близкими отношениями с ним.